Здравствуйте, товарищи! Сегодня 21 июля 2026 года. Вторник. Местное время в городе Семей, Республики Казахстан, 18 часов 59 минут. Тема видеоролика. США помогают Мессии и грядущему царю, а Россия пытается его уничтожить. Что ждет Россия от Бога в этой ситуации? Ну что ж, давайте мы по порядочку разберем ситуацию. Я начал проводить исследования. Я начал учиться и тренироваться под управлением Бога в 1991 году. Прошло полные 35 лет. За это время Бог очень многому меня научил, я очень многое узнал, и я с большим удовольствием рассказывал обо всем этом своим соотечественникам, людям, которые понимают русскую речь, которые умеют читать на русском языке. В 1999 году я начал писать свои книги. В 2004 году я начал распространять свои книги в интернете. В 2007 году я начал распространять в интернете методику достижения любых человеческих целей. Никто не заинтересовался моими исследованиями, никто не заинтересовался всем тем, чему я научился у Бога. В 2013 году я записал первый вариант совершенно уникального проекта общественно-государственной политической системы. Для России в первую очередь, для Казахстана во вторую, для всех других государств в третью очередь. Первый вариант проекта назывался «Проект ментальной культуры». Я начал его распространять, но никто его так и не принял. Не заинтересовались люди ни в России, ни в Казахстане. В 2017 году Бог 3 июля назначил меня Мессией, Машиахом, Майтреей, Калке Аватаром. А 22 сентября 2017 года Бог назначил меня самодержцем всероссийским, то есть грядущим царем России, будущим царем России. Целый год я пытался распространять эту информацию через свой веб-сайт, размещенный в русскоязычном интернете. Ничего не помогало. На меня люди не обращали внимания. 12 сентября 2018 года я начал распространять информацию о себе как о царе, о своих книгах, о проекте общественно-государственной политической системы для России. Я начал распространять на Ютубе 12 сентября 2018 года я начал публиковать видеоролики на Ютубе.
И здесь на меня обратили внимание. На меня обратило внимание очень много людей. И все они меня оскорбляли, унижали, ругали меня последними словами. В 2019 году все-таки, несмотря на на эту волну ненависти, появилось несколько человек, которые признали меня и грядущим царем, и мессией. Эти немногие люди начали изучать мои книги. Время шло. Спецслужбы России в 2019 году начали в интернете с помощью интернет-троллей, интернет-ботов преследовать меня, оскорблять, унижать, пытаясь уничтожить морально и духовно. Постепенно все те, кто меня признал царем и мессией, отвернулись от меня. Осталось всего 3-4 человека. Из этих 3-4 человек активную помощь мне оказывает только моя супруга, Лилия Викторовна. За все эти годы чего только мне не пришлось стерпеть от троллей ФСБ, от простых россиян, от других представителей русского мира. Россия, весь русский мир, российские спецслужбы сделали все, что только смогли, чтобы выгнать меня из русскоязычного интернета. Они клеветали на меня, называли меня психически больным, называли меня алкоголиком, называли самыми разными, неприятными, отвратительными словами. Но я выстоял, я выдержал. На сегодняшний день ситуация складывается следующим образом. У меня есть поручение от Бога. Вернее, 2 поручения. Первое поручение я фактически выполнил. Я записал послание Бога людям, записки о мироздании Байтерек. Это книги, которые опубликованы в интернете. Второе поручение от Бога заключается в том, чтобы я распространял бы эти книги, это послание Бога людям, в первую очередь, среди русскоговорящих людей. Но русскоговорящие люди меня отвергают и фактически отвергли полностью. Российские спецслужбы меня отвергли полностью. Российские различные площадки в интернете изгнали меня полностью. На сегодняшний день я вынужден констатировать очевидный факт. Самую эффективную поддержку в интернете я получил и продолжаю получать от платформы видеохостинга YouTube. Американский сервис, американская платформа YouTube. Американцы помогают мне. Самой эффективной работой, начиная с 2018 года, была моя работа на видеохостинге YouTube. И сейчас видеохостинг YouTube сделал мне подарок. Я знаю, что этот подарок от Бога. Бог сделал
для меня на платформе YouTube возможность переводить мои видеоролики на английский язык. Последние несколько видеороликов, которые я опубликовал на YouTube, имеют две аудиодорожки. Одна аудиодорожка на русском языке и вторая аудиодорожка на английском языке. Далее. На хостинге YouTube изменился порядок, изменился алгоритм публикации субтитров на различных языках. Он значительно упростился, стал удобным. Более того, на хостинге YouTube теперь все плейлисты можно переводить на иностранные языки. В частности, вот свой последний плейлист, который я сейчас записываю, и в котором будет размещен данный видеоролик, я уже перевел на английский, испанский и немецкий языки. Именно на этих языках я делаю субтитры, ну а аудиодорожки пока только на русском и на английском. Насколько я понимаю, замыслы инженеров YouTube, они намерены расширить спектр языков, на которые можно будет переводить видеоролики, аудиодорожки. Дальше больше. В этом году, когда я замыслил по подсказке свыше создать мультиязычный веб-сайт на 30 языках, чтобы распространять послание Бога людям, записки о мироздании, Байтыре, именно сервисы Google помогали мне. Искусственный интеллект Google Gemini в различных его вариациях, искусственный интеллект и сервис Google Antigravity. С помощью этих сервисов я писал программы для системы управления контентом для вот этого мультиязычного веб-сайта. Более того, американская платформа Patreon предоставила мне возможность опубликовать все мои книги для скачивания, причем за деньги. Она предоставила мне возможность публиковать мои статьи на нескольких языках и возможность получать деньги за эти статьи. Я простой человек, совершенно простой, обыкновенный человек. Я совершенно обыкновенный тахион. Мне нужны деньги для жизни, для питания. Мне нужны деньги, чтобы купить одежду, заплатить за квартиру и так далее. Я вынужден зарабатывать, поскольку пенсии, моей пенсии и пенсии моей жены Лилии Викторовны не хватает, чтобы покрыть все наши потребности. Мои надежды на Patreon и на возможность заработка, надеюсь, оправдаются. Таким образом, от России я получаю только оскорбления. Россияне, российские спецслужбы, российские интернет-платформы меня выгоняют, оскорбляют, унижают. Я не нужен в России. Я не нужен и в Казахстане. Тот факт, что я в этом году начал публикацию видеороликов и публикацию статей и книг, ориентируясь на западную аудиторию, говорит о том, что я нахожусь в безвыходной ситуации. В России мои книги не приняли. В России послание Бога людям не приняли. Во всем русском мире, к которому относится Казахстан, мои книги не приняли.
послание Бога людям не приняли. Поэтому я вынужден обращаться к западной аудитории. Я вынужден, потому что я должен распространять свои книги, я должен распространять послание Бога людям среди всех тахионов, среди всех людей, а не только среди представителей русского мира. Это моя обязанность перед Богом распространять послание Бога людям. И если меня из России выгоняют, из русского мира выгоняют, куда мне идти? Куда мне идти? Конечно же, в западный мир. Конечно же, в западный мир. Куда мне идти еще? Вот я и пошел на Patreon, на Substack. У меня еще на Substack создан тоже сайт, но небольшой, маленький совсем. А теперь мне американский YouTube предоставляет возможность записывать и публиковать видеоролики на нескольких языках. Количество языков, на которых можно опубликовать субтитры, это вообще там зашкаливает. Больше 200 языков я никогда столько не смогу опубликовать, до этого и не нужно. Понимаете, в чем дело? Мы тут с Лилией Викторовной проанализировали ситуацию, которая складывается, значит, в нашей работе, и мы увидели, что американские интернет-платформы предоставили нам уникальные возможности для распространения книг записки о мироздании Байтерек. Платформа Patreon – это публикация текстов в первую очередь, публикация статей, это публикация книг с возможностью заработать деньги на этом. Также на платформе Patreon можно опубликовать видеоролики. Там можно публиковать видеоролики, просто закачивая видеоролики на эту платформу. А можно публиковать видеоролики, транслируя их из YouTube, что намного облегчает работу. YouTube фактически сейчас проводит реорганизацию всех своих алгоритмов, усовершенствует свои алгоритмы. И я надеюсь, что через какое-то время я смогу переводить свои видеоролики, то есть делать дубляж моей аудиодорожки на русском языке на несколько языков. Эти видеоролики можно публиковать на Patreon. Тексты субтитров также можно публиковать на Patreon, привлекая посетителей через поисковые системы. Связка платформ Patreon – это то, где у меня уже есть сайты. У меня есть веб-сайт на Patreon, у меня есть веб-сайт на Substack, у меня есть канал на YouTube. Этого вполне достаточно для того, чтобы активно и эффективно распространять записки о мироздании Байтерек в западной аудитории. Россия выгнала меня, русский мир выгнал меня, вытеснил меня, просто вытолкнул в западный мир. Вот иди тут, куда хочешь. Русский мир не говорил мне, иди на запад. Они просто сказали, иди куда хочешь, но здесь, чтобы тебя не было, чтобы мы тебя не видели и не слышали. Ну, я пошел в западный мир. Мне Бог подсказал, куда идти. Все. Я на американских платформах публикую свои материалы. И эти материалы публикуются на четырех языках. На русском, на английском, испанском и немецком. А дальше мы с Лилией Викторовной уже начали планировать возможность публикаций на 10 языках. На 10. Но мне хочется все-таки объяснить русским спецслужбам, российским спецслужбам, российскому руководству, что дальше будет.
А дальше будет очень печальная история для России. Фактически Бог передаст американцам и европейцам записки о мироздании Байтерек. Они начнут их изучать, и Бог моими устами им подскажет, что русский мир оказался богоотступником. Они не пожелали изучать послание Бога людям. Они прогнали Мессию, они прогнали грядущего царя России, которого для них приготовил Бог. Богоотступники. Россия и русский мир – это богоотступники. А Дональд Трамп там уже заявил о том, что он поведет Америку в золотой век, в новую югу, в новый мир. Правда, у него идеологии нету никакой для нового мира. У него нет ни мировоззрения нового, ничего нет. Но возьмет записки о мироздании Байтерек, вооружится ими, и тогда в этой войне, которая сейчас идет между Западом и Россией, западный мир получит духовную идею, высокодуховную идею, божественную идею. А Россия получит статус богоотступника. Россия получит статус, тот же самый статус, который получил древний Израиль, когда распял Иисуса Христа. В 20 году россияне распяли меня. Правда, не физически, а ментально-духовно. Но я умирал. Я умер ментально-духовно и начал умирать физически. Бог оживил меня. Бог оживил меня. Вот так обстоят дела. Россия сама не только Россия, но весь русский мир, Казахстан в том числе, уже вытолкнули меня на Запад, в западную аудиторию, к людям, которые живут в Европе и в Северной Америке. Вот к этим людям вытолкнули меня из России, из Казахстана, из всего русского мира. Вытолкнули. И кто будет в этом виноват? Я не буду в этом виноват. Я столько лет потратил на то, чтобы донести до представителей русского мира послание Бога, записки о мироздании Байтерек. Я столько лет потратил. Но не в коня корм. Я оказался не нужен. Я не нужен на своей родине. Ни в России, ни в Казахстане. Ни где-то еще на просторах всего бывшего Советского Союза. Здесь я никому не нужен. И мне об этом уже четко и ясно, многократно повторили. Многократно. Мне об этом повторяет уже начиная с 2007 года, когда я начал распространять методику достижения любых человеческих целей. Когда я начал распространять методику тренировки мыслительной системы. Далее меня прогоняли, когда я распространял проект общественно-государственной политической системы для России, для Казахстана и для всех других государств. Далее меня прогоняли, когда Бог назначил меня мессией. Далее меня прогоняли из русского мира, когда Бог назначил меня грядущим царем. Чего хотел русский мир, то он совершил. Он меня вытолкнул. Вытолкнул в мир западный, в европейский и американский. Здесь, на своей родине, я не нужен никому, кроме нескольких человек, которые готовы поддерживать меня, но помочь мне не могут. Помочь мне может и помогает только моя жена, Лилия Викторовна.
Никаких других людей рядом со мной больше нет. И мы с Лилией Викторовной идем на Запад, идем к европейцам и американцам, с которыми воюет моя Родина, Россия. Здесь я не нужен. Здесь я не нужен никому. Мои книги здесь никому не нужны. Послания Бога людям, которые я записал, здесь никому не нужны. Меня выталкивают в западный мир. Я специально записываю этот видеоролик. Я специально все это повторяю для того, чтобы зафиксировать этот момент, как Россия, как весь русский мир меня вместе с посланием Бога людям записки о мироздании Байтерек в течение многих лет русский мир выталкивает и выталкивает на Запад, в Европу, в Америку. Ну что ж, мне кажется, ваша мечта исполнится в самое ближайшее время. Да я фактически уже там. У меня уже там опубликованы книги, статьи. Мои видеоролики уже выходят на английском языке. Кстати, сегодня произошло знаменательное событие. Сегодня под моим последним видеороликом был опубликован комментарий на английском языке. То есть мой предыдущий видеоролик посмотрел человек, говорящий на английском языке. Похоже, он американец. Я перешел на его канал, посмотрел. Это канал американца. Там видеоролики у него опубликованы, там, все. Это канал американца. Американец мне под моим предыдущим видеороликом оставил комментарий на английском языке. Все. Я уже фактически перешел в западный мир со своими книгами. Я перешел в западный мир с посланием Бога людям. Сколько времени еще Бог оставит России для принятия окончательного решения, я не знаю. Но мне свыше поручено сказать россиянам: Бог не будет вас уговаривать вечно. Не будет. И от себя я вам скажу, я тоже вечно вас уговаривать не намерен. Не намерен. Не хотите, не надо. Западный мир, я надеюсь, будет более понятливым и более сообразительным. Ну а теперь настало время завершить запись этого видеоролика. Да, и последнее. Еще раз хочу повторить. Похоже на то, что послание Бога людям будет понято европейцами и американцами. Первыми они поймут и первыми приобретут возможность на практике применять эти знания. И как только записки о мироздании Байтерек разойдутся среди американцев, так Америка и европейцев, так Америка и Европа получат божественный, духовный статус в этой войне против России. А Россия получит статус бога-отступника, получит статус убийцы Мессии, убийцы посланника Бога. Вот теперь останавливаю запись.